Главные новости этого дня. В Грузии произошло второе землетрясение за текущие сутки. Магнитуда землетрясения составила 6 баллов. В частности, в Тбилиси в результате землетрясения произошло обрушение частной гостиницы. Есть жертвы и пострадавшие. На данный момент пропавшей без вести считается дочь известного российского композитора Константина Меладзе по имени Лия, которая в момент трагедии находилась в гостинице. Ведутся спасательные работы. Резко ухудшилось состояние здоровья народной артистки России Валентине Талызиной. Валентина Илларионовна сегодня утром обратилась за экстренной медицинской помощью. Уже на протяжении нескольких лет известная актриса борется с тяжелым заболеванием раком поджелудочной железы. Совсем недавно Валентине Талызиной исполнилось 90 лет. Известный украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, получил ранение средней степени в зоне спецоперации, куда был направлен несколько дней назад для поднятия морального духа своих товарищей. По данным зарубежной прессы, чрезвычайное событие произошло во время музыкального концерта, который давал Верка Сердючка для своих товарищей. 50-летнего артиста срочно госпитализировали. Служба качества и сотрудники комитета Михалкова, такие ответственные товарищи, известные артисты Юрий Антонов, Алексей Кравченко и Александр Балуев в результате проверки приостановили работу 14 заводов по производству молочной продукции на территории России. В молочной продукции данных производителей было обнаружено запрещенное вещество под названием мясной клей, которое опасно для здоровья человека. 4 директора завода были арестованы, еще 3 находятся под домашним арестом, ведутся следственные работы. В ходе другой антикоррупционной проверки сотрудники организации Дмитрий Харатьян и Михаил Муромов арестовали заместителя мэра города Костромы за получение крупной денежной взятки в размере 35 миллионов рублей и неуплаты налогов в течение длительного времени. Сегодня утром известный активист и общественный деятель Виталий Бородин получил ранение средней степени во время обысков, которые производились в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязи. Несколько дней назад Виталий Бородин заявил, что на него готовится покушение. Якобы в деле могут быть замешаны Алла Пугачева, Максим Галкин и их товарищи. Виталий Бородин решил действовать на опережение и сегодня провел обыски в элитной недвижимости Аллы Пугачевой в Москве и Санкт-Петербурге и в замке деревни Грязи. Однако, как оказалось, замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина находится под усиленной охраной. Охранники не захотели пускать внутрь Виталия Бородина, в результате чего и произошел конфликт, и общественный деятель получил ранение. В дело пришлось вмешаться группе специального назначения. Охранники замка были арестованы и удалось проникнуть внутрь помещения. На данный момент в замке Пугачевой и Галкина ведутся обыски, а вот в квартирах Пугачевой в Москве и Санкт-Петербурге они уже завершены и дали неожиданные результаты. Удалось обнаружить, что все это время друзья Аллы Пугачевой и Галкина, которые находились в России, вели тайные переговоры с известными криминальными авторитетами, которые могли быть замешаны в покушении, которое готовилось на Виталия Бородина. Были обнаружены тайные переписки и записи телефонных переговоров, исходя из которых можно предположить, что в готовящемся преступлении на Виталия Бородина могли быть замешаны авторитеты из Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Судя по этим данным, они хорошо знакомы с семьей Аллы Пугачевой.
Если данные предположения будут полностью подтверждены, то Максима Галкина и Аллу Пугачеву могут депортировать в Россию для очной ставки с Виталием Бородиным, дачи показаний и объяснения своих поступков. Большая потеря в мире российского искусства и культуры. Накануне вечером ушла из жизни советская актриса, вдова легендарного советского актера Виктора Павлова Татьяна Говорова. Татьяне Говоровой было 84 года, причина смерти – сердечная недостаточность. Татьяна Говорова запомнится широкому зрителю по таким телепроектам, как фильмы «Убойная сила», в августе 44-го, «Последний побег» и многие другие. В последние годы жизни Татьяна Говорова служила в театре имени Ермоловой. Еще одна печальная новость. К сожалению, срочная медицинская операция по пересадке почки для Дэни Байсарова прошла неудачно. Донором для Дэни Байсарова выступал его давний друг, известный артист, сотрудник комитета Никита Малинин. Одна из причин неудачной операции – это сильная разница в возрасте. Дэни Байсарову 25, а Никите Малинину 42, а также неполное совпадение генетических данных. На данный момент оба молодых человека находятся в реанимации Московской больницы в тяжелом состоянии. Через несколько дней в Соединенных Штатах Америки возобновится судебное разбирательство по делу сына Натальи Королевой Архипа Глушко, который обвиняется в нескольких тяжких преступлениях. Напомним, что еще 2 недели назад судебные разбирательства были приостановлены в связи с тем, что Архип Глушко получил тяжелую травму по причине конфликта со своим отцом. По данным зарубежной прессы, Архипу Глушко грозит высшая мера наказания. Напомним, что сын Натальи Королевой обвиняется в смерти ректора Музыкального института культуры и других преступлениях. Большая трагедия в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечером на трассе Санкт-Петербург-Москва в результате дорожно-транспортного происшествия погибли близкие и родные известной певицы Надежды Бабкиной, ее внучка и младший сын. Джип-внедорожник, за рулем которого находился сын Надежды Бабкиной, совершил столкновение с грузовой фурой. Причина дорожного происшествия – это нарушение правил дорожного движения, которое допустил сын Надежды Георгиевны Бабкиной. Сын Надежды Бабкиной скончался на месте, а внучка Надежда Георгиевна по пути в больницу в карете скорой помощи. Сегодня день памяти известного советского и украинского актера Борислава Брандукова. Бориславу Брандукову могло бы исполниться 87 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.